Привет, друзья! Меня зовут Кирилл Слепов, вы находитесь на канале Sirena Yachts. Я нахожусь на борту нашей новой лодки Sirena 745 Space Plus. Это лодка с дополнительной кормовой каютой, открытая, традиционно с открывающимися бортами. Сейчас для вас будет технический обзор этой лодки, также ходовые характеристики. Полностью откроем все рундуки, залезем в каждую каюту, посмотрим все ниши, все раскладные части, а также покажем ее на ходу. Поехали! Самые часто задаваемые вопросы относительно наших корпусов, лодок, как они проходят волну, как выходит на глиссер, на годная волна. Сегодня волнения особого нет, поэтому попрыгаем на волне от другой лодки. У этой лодки измененная носовая часть, точно так же, как и носовая часть у кабинного катера. Поэтому, если вы видели повышенное брызгообразование на первых корпусах, на этих корпусах уже второй год как изменена носовая часть, добавлены брызгоотбойники, развернута скула, убраны острые углы, поэтому здесь этого брызгообразования практически нет. Вот. Также изменена кормовая часть, кормовой кокпит сухой, ну и также вопросы про нагонную волну лучше посмотреть, наверное, вживую. В общем, абсолютно сухой кормовой кокпит, рецесс, доска в рецессе, соответственно, потопчины, которые стали чуть-чуть выше с прошлого сезона. Вот, поэтому вопрос по нагонной волне можем считать закрытым. Начнем наш технический обзор с кормовой части, ведь именно она претерпела самые большие изменения на двух моделях 745 Crew Cabin и новые модели 745 Space Plus. А именно, это повышенные кормовые платформы. Раньше они были чуть ниже и вровень с палубой. Мы их завысили, поменяли трап. Теперь он смотрит в сторону, а не назад. Мы это сделали для того, чтобы освободить здесь место для докаточного мотора, для доп-транса, который будет сюда устанавливаться. То есть здесь его штатное место. Тем самым освободили место для кормовой лебедки, которая на этом катере не установлена, но она здесь может быть. То есть раньше это был конфликт интересов. Если ставится кормовая лебедка, нужно было выкраивать пространство для дополнительного транса. Сейчас дополнительный транс спокойно устанавливается на левый борт, тем самым немного уравновешивая катер, если мы идем с одним капитаном, и тем самым оставляя пространство для монтажа там дополнительного оборудования, либо якорной лебедки, которая устанавливается в кормовой рундук по правому борту. Сейчас здесь установлен просто рундук, так называемый пивной ящик, потому что туда влезает 3 ящика короны. Он мокрый, туда можно класть какие-либо мокрые вещи, например, швартовые концы, которые были там на пирсе, на причале, какие-то различные отдельные вещи. То есть это все сделано с отливом, то есть спокойно все оттуда отольется, даже туда можно насыпать много льда, который будет подтаивать и спокойно стекать в рецесс. Далее кормовая платформа, которая накрывает рецесс для еще большего пространства на борту катера. То есть здесь можно спокойно ходить, перемещаться, сидеть, тем самым добавляя жизненного пространства на кормовом кокпите. Если мотор устанавливается не на лифте и мы хотим его поднять, соответственно, кормовая площадка поднимается, и мы можем запрокинуть двигатель. Одна из интереснейших опций, которая не входит в базовую комплектацию, но доступна всегда к выбору на двух моделях катеров, это кормовой тауэр, на который можно закрепить как держатели кранцев, так и держатели удилищ на дополнительной трубе и площадке. Ну и также можно закрепить различные дополнительные оборудования в виде там подвесных колонок, креплений для вейкборда, сабборда и различного рыбацкого оборудования. То есть тут поле для творчества, оно огромное. Ну и тем самым этот элемент придает большую безопасность нахождения на кормовом кокпите. То есть вот я сейчас стою, и у меня как бы есть уверенность, что ни при каком волнении я туда не улечу. Стандартная опция для наших катеров — это открывающиеся борта с традиционным громким звуком. Сейчас мы то же самое сделаем с правым бортом. Борта выдерживают до 2 человек. Вот, но главный критерий — не использовать их как разгонный трап для прыжков в воду. Одно дело стоять, а другое дело использовать этот борт как трап для прыжков в воду. Лучше это сделать с
кормового матраса, с возвышенности, с кормовой потопченной возвышенной, вот, но никак не с раскрывающегося всего борта. В кормовом кокпите у нас расположена лавка, расширитель матраса для загара. Под ним удобно будет расположить какие-то длинные вещи, типа багра, либо каких-то держателей, установив дополнительное крепление. Также здесь расположен фильтр-сепаратор для топлива. И по левому борту в рецессе расположен душ и мойка палубы. То есть это сделано на быстросъемах. В маленьком рундучке лежит шланг. Мы его присоединяем, включаем мойку палубы, ну и спокойно можем, грубо говоря, ей пользоваться. Вот. Точно так же происходит с душем, только есть кран для холодной горячей воды. Мы меняем насадку, ну, также есть дополнительный шланг, меняется насадку с более широкой лейкой. И точно так же по такому же принципу присоединяется шланг, и можно будет принимать душ на кормовом кокпите. Второй душ есть также в туалете. На наш взгляд, это более удобная конструкция, чем маленькие яхтенные души. Во-первых, они маленькие, во-вторых, шланг там очень неудобный, его неудобно запихивать. Здесь же шланг всем нам привычный, он такой змеевидный, пружинка спокойно собирается. И для него есть специальный рундучок, он также мокрый, с отливом, то есть можно не бояться, что куда-то там вода непонятно попадет. Вот, мы его спокойно сюда убираем, закрываем. Также в рецессе расположена розетка берегового питания. Спокойно подсоединяем провод, цепляем его за тауэр либо еще за что-то, и он никому не мешает. То есть обычно это происходит где-то в кокпите, и провод всегда мешает для прохождения. У нас это сделано в рецессе. По левому борту также располагается заливная горловина для воды. Водяной бак находится прямо под нами. Топливный бак находится в центральном кокпите. Ну и самое интересное — это кормовая каюта. Именно из-за этой каюты и дополнительного пространства, которое она предоставляет, мы назвали эту модель Space Plus. Мы спокойно сюда залезаем. Точно так же, если вдруг кому-то понадобится, мы можем здесь сделать дополнительную ступеньку. Для меня комфортно просто зашагивать, не используя там какие-то дополнительные там поручни, ступеньки. Вот, ну, вернемся в нашу каюту. Здесь комфортно могут расположиться, получается, ну, 2 человека. Вот, если уж очень сильно надо и есть какое-то тесное общение, то здесь, в принципе, поместится до 3 человек, до 3 взрослых человек. Вот. В длину это ширина лодки, полная ширина лодки. По ширине 1,20 м, даже чуть больше. Соответственно, в кормовой каюте есть окно, которое смотрит в корму. Есть иллюминатор для проветривания. Соответственно, лампы для чтения вечернего. Есть основное освещение, ночное освещение. Отопителем непосредственно сам отопитель, который выход сделан сюда для того, чтобы находиться в лодке в более там холодную погоду. Соответственно, розетки 220 вольт. Также сюда можно поставить телевизор, различные приставки, какие только нужно. Ну и, соответственно, оснастить ее, как и любую другую каюту, бытовыми приборами и вообще всем чем угодно. Сделать там мягкие подушки, накладки. Из этой же каюты есть доступ в пару технических помещений. Ну, не помещений, а полостей. Здесь располагается топливный шланг с грушей для подкачки. Точно так же здесь может быть расположен автопилот, либо гидроусилитель руля. И получается, по левому борту располагается точно такая же ниша, в которой расположен блок насосов для мойки палубы, а также насос, который питает систему водяного снабжения. Верхняя часть кормовой каюты выполняет функцию матраса для загара. Здесь точно так же с комфортом могут расположиться до 3 человек. Перекидная спинка находится в переднем положении и выполняет роль валика, подголовника. Забегая немного вперед, расскажу вам про одну опцию. У нас есть подстаканники, которые выполнены в виде подноса. Их можно забрать с собой. Здесь останется такая зона подбутыльников. Соответственно, если это помыть, положить там сюда снеки, какие-то бутылки там с прохладительными напитками, возможно, с пенными. Вот, соответственно, положить сюда и точно так же загорать. В кормовом положении эта спинка выполняет роль спинки для пассажиров, которые находятся в центральном кокпите, непосредственно за столом. Стол можно регулировать в любом положении. Вот здесь есть
Очень интересные светильники. Ну и, соответственно, все 8 человек могут оказаться за одним большим столом. Это делается таким образом. Сиденье водителя перекидывается вперед. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Особенно актуально для тех, кто катается в большой компании, у кого там есть семья, кто любит собирать там друзей на воде. Эта столешница точно так же может быть опущена вровень с диваном, и она создает дополнительное там спальное место, матрас для загара. Здесь отдельная спальная зона, в носовой каюте отдельная спальная зона, и здесь можно точно так же организовать спальную зону. Также под сиденьем одного из пассажиров находится газовый баллон, ну, вернее, газовый рундук. Рундук выполнен с отливом за борт. По всему периметру дивана, сейчас светло, не видно, здесь расположена красивая подсветка. Та зона, на которой сейчас у меня находятся ноги, скажем так, мы опустили уровень кокпита для того, чтобы создать разницу высот и чтобы капитан, находясь на своем месте, имел достаточно обзорности. Тем самым пришлось сделать дополнительную полку для ног, чтобы было комфортно сидеть на диване и чтобы сохранить один уровень с диваном судоводителя и пассажира. Вот. Тем самым мы создали полку для обуви. То есть все люди, которые находятся на лодке и в центральном кокпите, могут убрать свою обувь. То есть для нее есть свое штатное место. Как бы в нашей концепции входит, мы для всего придумываем штатные места. Точно так же мы придумали место для мусора, для пустых бутылок, различных фантиков, которые постоянно бывают на лодке, и все их распихивают по разным рундукам. Это мусорный рундук, он находится непосредственно рядом с камбузом. То есть очень удобно, если что-то делать, открыли, выбросили. Вот, он достаточно вместительный, глубокий. Также здесь расположен блок управления раскрывающимся бортом, ну, соответственно, динамики, заливная горловина для топлива. Напоминаю, бак находится под центральным кокпитом. Под нами бак демонтируемый, спокойно, если вдруг что-то случилось, можно открутить крышку, снять потопчину и получить доступ к баку. Здесь располагается электрощит, то есть блок управления трюмными помпами, насосами чистой воды, мойки палубы. Точно так же блок автоматов самых нужных, блок автоматов 220 вольт, ну и, соответственно, блок управления аккумуляторами, главные выключатели так называемые. Да? Указатель уровня воды, указатель уровня топлива, дублирующий. Блок управления, получается, отопителем водяным, то есть здесь установлен бойлер, здесь установлен жидкостной отопитель, чтобы была горячая вода. Соответственно, здесь есть мойка. Есть разделочная доска, которая закрывает мойку и создает дополнительную поверхность для камбуза, для кухни. Соответственно, плита. Здесь же также может быть держатель для кастрюли, мы его сняли, потому что он тут пока нам не нужен. Удобный рейлинг, поручень, за который можно держаться. Здесь есть еще одно дополнительное сидячее место, которое в случае необходимости может быть дополнительным местом для камбуза. То есть, если мы что-то готовим, мы можем спокойно делать это здесь. Соответственно, разделочная доска, что-то мыть, фрукты, овощи, там делать салат. Мы можем спокойно ее снять. И это будет дополнительное место. Также есть удобный подбутыльник, который находится там под левую руку. Здесь расположен 50-литровый холодильник. Камбузные ящики. Они у нас с жесткой фиксацией. То есть это два небольших ящика и один большой ящик для кастрюль, там, бутылок каких-то и прочего. Переходим к капитанскому месту, перекидываем спинку, оказываемся за штурвалом. Здесь, опять же, три положения, в которых мы можем находиться. То есть первое, это стандартное, мы сидим комфортно, у нас хороший обзор. Здесь есть мягкий подлокотник, место для второго пассажира. То есть ноги судоводителя упираются в подставку, ноги пассажира на дополнительную стойку. Все очень удобно, особенно для тех, кто любит путешествовать вдвоем, смотреть вперед. Дальше мы можем откинуть валик и, соответственно, сидеть уже выше. Во-первых, это удлиняет
обзор, и, скажем так, если будет какое-то бревно, препятствие, можно всегда быстрее отрулить. А на лодке это важно. Точно так же можно легко вскочить и переместиться в положение уже стоя, что очень легко там для швартовки, опять же, увеличивает обзор еще дальше. И, скажем так, время для принятия решения, там, принять право на борт, лево на борт, его становится гораздо больше. Ну и, опять же, удобно перемещаться. Кто-то там говорил на выставке, чем там моторная яхта отличается от моторной лодки. То есть было такое мнение, что на моторной яхте можно управлять стоя. Вот, пожалуйста, мы управляем стоя. Переходя к пульту судоводителя, то есть здесь все, в принципе, стандартно. Он чуть шире, чем пульт на крю-кабин. Вот, поэтому здесь можно чуть больше оборудования разбрасывать. Вот, но как бы для всего есть плюс-минус штатные места. То есть здесь звуковая система, здесь может расположиться рация. Здесь блок управления огнями, там, ходовыми, стояночными, носовыми фарами, сигнал, свет. Соответственно, патрулирующее устройство. Здесь блок управления лебедками, освещением кокпита, лифтом двигателя, трансовыми плитами, зажигание двигателя, ну и, соответственно, отопитель. Здесь блок автоматов, самых основных. Очень классная беспроводная зарядка для телефона, он же держатель, очень удобно здесь открывать там какие-то карты, показания там по скорости, да и вообще, в принципе, управлять на музыкой, потому что на воде всегда все трясет, и как-то сконцентрироваться на телефоне, который в руках, всегда сложнее. Ну, прибор двигателя. Карплотер мы здесь не поставили, потому что лодка выставочная, вот, на данный момент выхода видео еще не имеет владельца. Новинка этого сезона на двух лодках, это вставная ниша судоводителя. Здесь у нас блок для установки машинки газ-реверс. Здесь, соответственно, подбутыльник, подстаканник. Здесь также блок для управления, установки дополнительного оборудования, то есть какие-то указатели, показатели. То есть есть лодки, у которых очень много различного дополнительного оборудования. Соответственно, полочка, тут у нее тачки лежат. Здесь место для бутылки воды. Ну, вообще сюда влезает 1,5 литра. Вот, но тем не менее, как бы это очень удобно. Ну и, соответственно, больше рундучок, там можно положить там бинокль, еще все что угодно. Вот, соответственно, ниша вставная для огнетушителя, ничто нигде не мешает. Вот, и, соответственно, выход отопителя, что очень приятно. Даже вот я на днях катался, было достаточно тепло, а к вечеру температура понизилась, я просто включил этот отопитель, и, в принципе, было уже не холодно. Переходим в кабину гальюна. Доступ осуществляется с помощью верхней крышки, открытой двери, и мы оказываемся, получается, в кабине гальюна. Ну, немного юмора. Это тот случай, когда можно в кабину заходить, когда говорят, а можно в туалете вашем стоя делать свои дела. Ну да, в этой лодке можно. Как в кабинке для переодевания на пляже где-то. Вот. То есть, ну, если как бы разместиться здесь. Вот у меня получается рост 184 сантиметра. Наверное, я там не самый маленький человек, но мне здесь достаточно комфортно. То есть, ну, во-первых, как бы там ничего никуда не упирается. Я спокойно сижу, захожу. Штаны могу снимать здесь, а не снаружи. Вот достаточно широкий дверной проем. Здесь есть, получается, полка. Можно расположить там какие-то душевые там принадлежности. Почему душевые? Потому что здесь есть душ. Здесь, соответственно, стоит водоотливная помпа, которая всю накопившуюся влагу откачивает, получается, за борт. Ну, соответственно, морской электрический унитаз, краны для перекрытия поступления там забортной воды для смыва и, соответственно, выброса за борт. Получается блок управления помпы, освещение, вентиляция. Слышите, как громко работает. Когда продаем эту опцию, обычно всегда говорю о том, что важно как бы здесь сохранить там этот интимный момент нахождения в туалетной комнате. Вот, поэтому лучше ставить эту опцию. Во-первых, она такой шумовой эффект большой. Сразу слышно, что кто-то там находится. Вот, и не слышно звуки, которые там происходят. Носовой кокпит остался также неизменным с модели 745 крю-кабин. Это все тот же удобный носовой диван под основным пространством, в котором появился люк.
для выхода на носовую часть, а также для дополнительной вентиляции и, если убрать подушку, для дополнительного света. Он входит также в базовую комплектацию двух моделей: 745 крю-кабины и 745 Space Plus. Из нового здесь появились удобные рундуки для отдельных вещей, будь то швартовые, либо какие-то вещи, которые пригодятся на носовой части. Здесь точно так же доступна опция в виде носового трапа сходни, бушприт, как его называют. Заниженные рейлинги для того, чтобы не сокращать обзор. Отдельно хочется заострить внимание на носовом якорном модуле. То есть это целая система, которая включает в себя, во-первых, роулс, который проходит сквозь форштевень. Далее это скрытая лебедка, которая размещена под крышкой, которая создает пол кокпита. Ну и ящик для якорной цепи, который вмещает в себя более 60 метров якорной цепи, в котором установлена помпа для отлива воды. Ну и, соответственно, вся эта система скрытого монтажа. Также на носовом кокпите продублированы кнопки управления якорной лебедкой. Вот. Мы всегда рекомендуем управлять якорной лебедкой именно с носового кокпита, потому что визуальное сопровождение поднятием якоря — это очень важно, потому что якорь может подняться криво, зайти в роулс криво. Доступ из кокпита на носовую часть, а также обратно в кокпит осуществляется с помощью трех, наверное, способов. Да? Первый, конечно же, можем выйти с помощью люка. Второй, мы можем пройти по боковой потопчине. Ну и самый простой это способ, мы просто перешагиваем через лобовое стекло. Здесь точно так же есть EVO-покрытие, не скользящее, на которое удобно наступать. Дальше наступаем на подлокотник-ступеньку, перешагиваем на дополнительное сиденье и оказываемся в основном кормовом кокпите. Переходим к носовой каюте. Она такая же по размеру, как и на крю-кабин, но такая не совсем такая. Скажем так, доступ осуществляется точно так же, как и в кабину Гулина. Мы открываем верхнюю крышку, открываем дверной проем. Он чуть-чуть шире, чем на крю-кабин. То есть заходим. То есть когда на лодке большая компания, хочется нам укрыться от жары, от непогоды, либо вообще, в принципе, от каких-то людских глаз. Это можно сделать за этой столешницей. Вот. В принципе, если она нужна большая, ее можно вот так вот раскрыть. Если она такая большая не нужна и хочется больше пространства, ее можно закрыть. Если нам не нужна столешница и мы хотим больше места для того, чтобы полежать, поспать в вечернее, ночное время, мы, получается, делаем что? Мы складываем таким вот образом. Она спокойненько сюда опускается. Мы ее фиксируем, устанавливаем на место одну подушку. Мой рост 184 сантиметра. То есть, в принципе, таких как я здесь, ляжет. Не знаю, трое точно ляжет. Далее, здесь у нас также стандартно широкие окна на носовой каюте, полки большие, широкие во всю длину. Здесь, соответственно, зарядки для телефона, лампы для чтения, так называемые. Здесь у нас рундуки. Точно так же можно сюда встроить беспроводную зарядку для телефона и просто на ночь туда бросать. Люк, который мы показывали, находясь на своем кокпите, для дополнительной вентиляции, соответственно, естественная вентиляция, грибок. Выход отопителя, розетка 220 вольт дополнительная, доступ под пультовое пространство для того, чтобы можно было там что-то посмотреть, проверить какие-нибудь предохранители. Также по, получается, левому борту на стенке Гулина у нас расположен телевизор для тех, кто любит вечером смотреть какой-то сериальчик. Сюда можно вешать верхнюю одежду, какие-то куртки, еще что-то. Вот, если нужно какое-то место для личных вещей, справа-слева под нами находятся рундуки. И, наверное, еще одно отличие модели Space Plus от модели крю-кабин. То есть здесь у нас нету дополнительной вставки пола. Здесь у нас рундуки и,
скажем так, закладные части рундуков находятся в одной плоскости с силовым набором. И очень интересная история. Это рундук длинный, он заходит под ноги там судоводителя, то есть если у вас есть какие-то там дорогие спиннинги, какое-то там длинное там оборудование, там, не знаю, в основном, наверное, это удочки, да, что там самое дорогое. Хочется это запереть, убрать там куда-то, чтобы это было в надежном месте, то есть вот это место для вас. То есть по факту это такой, как сейф, его можно использовать. По левому борту такой же рундук, только он немного короче. На этом, наверное, мы закончим этот обзор. Он первый, но не последний, который будет выходить про эту модель. И забегая вперед, наверное, появятся такие комментарии: блин, нужна крыша, где крыша? Крыша у этой лодки будет, это будет отдельная комплектация, будет версия хардтоп с открытой кормовой частью и по периметру с закрытыми стеклами лобовой и боковыми частями. Вот. Будет, соответственно, версия просто с хардтопом, Т-топ так называемая. Ну и, соответственно, вот эта версия, она может быть с тентом, может быть с тентом по кругу закрытым, может быть с тентом только верхней частью, также называемой бимини. Это все в процессе оговаривается, изготавливается. Вот. То есть версий лодки будет много, она не обязательно может быть открытой. Вот. Осенью это будет версия хардтопная, уже доступна. Ну и, соответственно, все отсюда вытекающие комплектации, они могут перетекать одна в другую. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там будут выходить короткие видео. Вот, приходите на выставки, посещайте наш сайт, там есть конфигуратор, в котором можно поиграться, собрать комплектацию, посмотреть там какую-то дополнительную информацию, описание, фотографии каких-то индивидуальных опций. Ну и, соответственно, пишите комментарии, будем рассказывать про какие-то полезные вещи там на наших лодках, вообще про моменты эксплуатации катеров. Вот. Ну и, соответственно, отвечать на вопросы, которые будут задаваться в комментариях. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.